Если посмотреть на то, акции каких компаний стали падать, это в основном банки среднего размера, то есть это не крупные системообразующие банки, о которых я уже говорил. Они начали падать, потому что существует не нулевой риск, что действительно в этих банках вкладчики пойдут за своими депозитами и станут их забирать. И на повестке дня сейчас, безусловно, встанет вопрос того, насколько грамотно менеджмент вот этих вот средних банков управлял своими балансами, особенно своими вкладами и ликвидностью, насколько адекватно в сегодняшних реалиях является федеральная гарантия, которая лимитирует страховку на уровне $250 тысяч на одного вкладчика и так далее. Это вопросы, которые надо было решать, наверное, до того, как ФРС начал стремительно поднимать ставки, но, тем не менее, лучше их решать сейчас. Но, опять же, я не вижу на сегодняшний день какой-либо системной проблемы, которая существовала в 2008 году, потому что, опять же, она пока вроде бы локализована. Понятно, что тогда кризис в 2008 году был связан, в общем-то, не совсем с банковским сектором, но с ипотечными кредитными агентствами. Сейчас банки, в основном, которые имеют проблемы, они связаны с криптовалютой. Каким образом, как вы считаете, это отразится на криптовалюте в дальнейшем? Ведь, опять-таки, на фоне этих сообщений о закрытии банков тот же самый биткоин начал расти, причем довольно серьезно. Ну, тут существует скорее некоторый эффект домино, который начался из-за того, что Circle, компания, которая является эмитентом и гарантом стейблкоина USD Coin, держал я не хочу ошибиться, 3 или 30 миллиардов, по-моему, все-таки 3 миллиарда из своих резервов в Silicon Valley банка, и из-за этого произошел определенный дипег между стоимостью USD коина, который должен стоить $1, но на выходных он стоил 90 центов, но это скорее уже эффекты второго и третьего уровня. Я не думаю, опять же, из того, что я вижу, из того, что я читаю, что этот кризис скрывает какую-то системную проблему в экономике США. Он скрыл локальную проблему, связанную с тем, как управлялись эти банки непосредственно и разрывы ликвидности, которые возникают из-за того, что у нас стремительно растут ставки. А крипта тут вообще ни при чем. Благодарю вас за ваш комментарий. Еще раз напомню, что действительно сейчас, как говорят многие экономисты, да и, в общем-то, в Министерстве финансов США в том числе, что паниковать причин нет, забирать свои вклады причин тоже нет, и рваться массово в банк тоже не имеет смысла. Более того, крупная тройка американских банков, в принципе, на фоне сообщений о закрытии Silicon Valley и Signature банка только укрепили свои позиции, означает, что, в принципе, эти финансовые институции довольно сильны. Я благодарю вас за участие. Напомню еще раз, с нами на прямой связи был Евгений Гуревич, финансовый консультант. Спасибо.